фасад сцены, далее устанавливаются видеоэкраны, какие-то специальные эффекты. После этого мы можем заказать бэклайн-группы и проводить лайв-чек. Once it gets dark, we then use this as an opportunity to focus the lights in a condition that will be similar to how the show will be. Also, if the show features any video or lasers, this will need to happen at night as well. После того, как темнеет, у нас есть возможность проверить свет, лазера или какое-либо другое специальное оборудование, которое будет использовано на следующий день на концерте в тех же условиях, в которых пройдет концерт. Okay, now we talk through what happens on a show day. So the stage is all up. We would come in the morning, finish off, tidy up to get ready for the headliner soundcheck. Говорим о том, что происходит непосредственно в день концерта. С утра мы приходим, убираем все оставшиеся кейсы, оборудование, которые остались после лайн-чека, приводим все в должный вид и готовимся к саундчеку группы. At the same time, behind the stage, we'll be loading in some support vans. Of a show this size, a support van can sometimes come with a truck or maybe even two, so this is quite an operation in itself. В это же время, во время проведения саундчека, происходит завоз оборудования группы поддержки. На концертах такого уровня группы поддержки могут приезжать сами с одним-двумя траками оборудования, поэтому это достаточно тоже долгий процесс. After this, we do any remaining checks to get ready for the show, do the show, and then typically production will all load out immediately after the show. My first load out of Take That took 23 hours. После этого проходит концерт, и сразу после концерта происходит разгрузка продакшн-части без каких-либо перерывов. Например, мой первый концерт в Take That, мы лоудаут у нас занял 23 часа. Needless to say, we improved on that as the tour went on. Это был первый концерт тура, после мы улучшили эти показатели времени. The steel structure then would typically be removed the following day. All the steel can generally come out in one day. На следующий день после концерта происходит разгрузка всех каркасов стальных сцены, и обычно это занимает один день максимум. Okay, now we're going to discuss the production process. The first thing we tend to get is a set of dates, i.e. a routing of the tour. Сейчас мы поговорим о том, как непосредственно происходит процесс продакшена и что в него входит. Прежде всего, мы получаем предварительный график тура от агентства. From this, we can begin creating a budget. It's essential to know how long the tour is going to run, so you can figure out how many days you're going to be renting things for and employing crew. После этого, после того, как мы получаем график, мы можем составить бюджет тура. Безусловно, важно понимать, сколько времени займет ваш тур, чтобы оценить затраты на вашу команду и затраты на аренду оборудования. Part of this process, you need to have a look at the logistics, how you're going to get from A to B with your people and your equipment. We'll go into that in more detail in a minute. Также часть этого процесса – это логистика. Вы должны понимать, как вы доберетесь с точки А в точку Б в течение всего тура со всем вашим оборудованием и со всей вашей командой. Мы чуть позже рассмотрим этот вопрос подробнее. At the same time as you're doing the budget, you need to drive along the creative, so you have an idea of what kind of show you're going to put on, and therefore can accurately budget for that show. В то же время во время составления бюджета также происходит работа креативной части команды, поскольку это одна из существенных статей вашего бюджета. Then you also need to look at the technical, your sound, your lights, and video, how this is going to integrate with the show, and what those costs are going to be. Вы оцениваете техническую часть ваших затрат, сколько будет стоить аренда света, звука, бэклайна, если нужно для этого тура. Then you have to appoint and book your suppliers. Some tours you have to go through a tendering process whereby you put your requirements out to bid to multiple suppliers. Дальше происходит выбор и назначение поставщиков. На некоторых турах мы устраиваем тендеры, где мы
размещаем наш запрос на оборудование и потом выбираем поставщика по итогам тендера, по тому, какую стоимость они нам предлагают. Then you have to find and book all your crew, the guys that are going to take the show around the world with you and put it up each day. После этого вы назначаете вашу техническую команду, каждого непосредственно человека, который занимается тем или иным вопросом в туре, и который составляет тоже значительную часть вашего бюджета. Then also you need to consider your rehearsals. Most tours will have anywhere from one day, if it's a very simple show, without any scenery, just the band rehearsing, to multiple months if you're Madonna. И, конечно, вы должны оценить затраты на репетиции к туру, которые составляют по времени от одного дня, если это какой-то очень простой тур, до нескольких месяцев, если вы Мадонна. And then finally, another very important aspect is to consider the health and safety of the tour. We'll look at this in detail later. Еще одна очень важная часть – это безопасность тура. Мы об этом чуть позже тоже поговорим. So a budget, this is a master document that contains all the costs of the tour. This will cover your crew, your equipment, any scenic, the cost of your hotels and your flights, tour buses if you're using them, trucking and freight to move your equipment around, any fees for designers and commissions for agents, and also your rehearsal costs. Бюджет, основной документ для вас как продакшн-менеджера, основной документ тура, в который входит зарплата и пердим на вашу техническую команду, затраты на аренду оборудования, на сцену, отели, перелеты, автобусы, если это автобусный тур, затраты на аренду траков, доставку вашего фрахта, все необходимые гонорары комиссии, затраты на репетиции и какие-то затраты на тур, типа как гитарные примочки. One final thing is consumables, things such as tape, batteries, guitar picks, guitar strings. This is one cost that can generally run away with itself, so an important one to control. И вот эту маленькую последнюю часть нельзя забывать, потому что в результате в конце тура у вас она вы вырастет достаточно большую статью бюджета, какие-то небольшие вещи необходимые для тура, как вы говорили, гитарные перекрутки. Okay, logistics. This is one of the most expensive areas of the tour, so another thing that you really need to keep an eye on. Итак, логистика. Затраты на логистику чаще всего одна из самых больших статей расходов вашего бюджета, и вы должны ее оценивать заранее. Your first job is to go through the routing of your tour and figure out how you're going to move your people and equipment around. So, for example, with your equipment, you're going to move it by air, land or sea, and then with your people, tour bus, commercial flight or charter flight. Прежде всего вы смотрите на график вашего тура и оцениваете, каким образом вы сможете перевести оборудование и людей из одного города в тур в следующий. Это либо самолеты, либо какие-то наземные виды транспорта. То же самое вы смотрите для своего оборудования, будет ли это фрахт наземный или воздушный, или, возможно, с использованием специальных фрахтовых кораблей. Here we have a few examples of different types of freight. When you have lots of time, typically when we're shipping shows to the United States or South America, we put them in sea containers. When you have no time at all, we charter a freight plane such as this Antonov AN-12. Все зависит также от того, сколько времени у вас есть. Вот, например, тут два вида возможного передвижения вашего фрахта. Когда у нас много времени, мы загружаем все оборудование в такие контейнеры, которые потом едут в Америку или в Латинскую Америку морским путем, дальше выгружаются и переводятся на траках. Либо, если у вас вообще нет времени, но есть очень много денег, вы можете заказать самолет.
Then with both people and equipment, there's paperwork that go with it. Sometimes with equipment, you have to prepare carnets, manifests and bonds in order to get the equipment into the countries. Russia being an example of somewhere where you need a carnet. Similarly with people, you sometimes need visas and work permits in order to enter or work in particular countries. Again, Russia is an example of this. Далее вы оцениваете также затраты на какие-то специальные документы для тура, такие для оборудования это карнет, потому что не во все страны его можно просто ввести. Обычно Россия здесь удачный пример, чтобы ввести сюда какое-то оборудование, нужно оформить карнет, это таможенный документ, и также документы для вашей команды, это визы или другие необходимые разрешения на работу. And finally, you need to make sure you have the right amount of labour and plant to handle your equipment. So taking out of trucks, setting it up, things like this, where you have a crossload from a truck to a plane. All this needs to be planned out, budgeted, and stay on track with the plan. И, конечно, вы должны убедиться, что у вас в бюджете заложено необходимое количество людей и оборудования для того, чтобы, собственно, это ваше оборудование могло передвигаться без проблем. The creative. This is one of the most fun areas to be involved with, but can also be one of the most frustrating. Креативная часть тура – это та зона, которая может показаться самой интересной, но в то же время может оказаться и самой проблемной. So generally the creative process will start with some initial sketches. Either the band will have an idea or their design team will present some ideas to the band. Каждый тур начинается с предварительных чертежей, либо у группы есть какие-то идеи, как они хотят, чтобы их шоу выглядело, либо у их сет-дизайнера есть идеи, и они представляют изначальный. And then during this process, a storyboard will be created about what scenic elements are used during which songs, and a set design will be created to define the look of all the scenic elements and the overall creative of the show. Далее составляется так называемый сториборд, где группа обсуждает, каким образом должно выглядеть их шоу, на какой из треков, на какой из песен, и это обсуждается с дизайнером. With more complicated shows, it's often helpful to build a scale model that you can put in the middle of a meeting table and all discuss particular elements as to whether they're going to work or not, and with more complicated elements, how you're going to make those work within the confines of a venue. Для более сложных туров иногда делают макеты, которые можно поставить на стол переговоров и обсудить, каким образом этот элемент будет интегрирован на сцене, или каким образом он будет работать или передвигаться. We will also acquire sample materials if there are any drapes, stage surfaces. It's important to have a look and feel of what these are going to be like before you commit to spending a lot of money getting these built into a set. Также, если во время шоу вы предполагаете использование каких-то специальных материалов, обычно вы не сразу делаете закупку необходимого количества, а смотрите, как это будет работать, например, то есть закупаете какое-то небольшое количество и смотрите, как это будет выглядеть на сцене или работать на сцене. Now, when this part gets frustrating for a production manager, is it's their job to decide what is suitable for the venues, the routing, and the budget, which often ends up with an upset creative department because you can't fulfill their full dreams. Конечно, в этот момент часто сталкиваются интересы продакшн, не то чтобы интересы, а восприятие реальности продакшн-менеджера и креативной команды, потому что, естественно, креативная команда хочет сделать больше и что-то необычное, но продакшн-менеджер, как человек, который знает график вашего тура, как человек, который знает площадки, на которых вы будете играть, ему часто приходится немножечко разочаровывать креативную команду, потому что то, что возможно на одной площадке, может быть невозможно на другой. Okay, now we're going to look at the technical aspects of building a show. Сейчас мы поговорим о технических аспектах вашего шоу. Okay, so leading on from the set side of things, we need to generate 3D and 2D drawings of what the stage and scenic elements are going to look like.
Мы составляем 3D и 2D графики того, как будет выглядеть наш сценический сет. The lighting department will then generate a lighting plot based on the set design and the wishes of the band.